Друзья, всем привет! Добро пожаловать на новое видео проекта Russian Progress. Проект по изучению русского языка через контент на русском. И сегодня в этом видео я хотел бы поговорить о том, как изменилась жизнь в России за последние пару лет, каково это жить в России в 2023 году. Эта тема была предложена мне моей подругой из Англии. Я сам, если честно, мог бы записать видео на эту тему, но долгое время не хотел, потому что это такая околополитическая тема. Очень легко скатиться в политику здесь. Мне кажется, это уже какая-то трата времени, но об этом я тоже могу в отдельном выпуске рассказать. Вообще, почему я так считаю. Транскрипция к этому выпуску с объяснениями сложных слов, эксклюзивные видео, эксклюзивный подкаст вы найдете на Boosty и на Патреоне. Ну и также, если вы хотите говорить на русском со мной, то там тоже есть такая возможность. Там есть 2 абонемента, урок в неделю и 2 урока в неделю. Мы обсуждаем разные темы абсолютно. Сегодня, например, с ученицей обсуждали микрокосмос, различные микроорганизмы. В общем, то, о чем мы будем говорить, зависит от ваших интересов, потому что мы говорим на темы, которые актуальны для вас. В общем, вся информация на Boosty и Патреоне. Жду вас. Сильный ветер. Надеюсь, не будет проблем со звуком. Итак, первый тезис. Первый момент, который изменился в худшую сторону. И я, к сожалению, сегодня буду говорить о негативных аспектах, потому что позитивных не так много, если честно, к сожалению. Но, да, из негативного первый пункт – это такси. Подорожало такси. Я помню, записывал еще, когда видео про плюсы жизни в России, я говорил, что у нас дешевое такси. И да, оно до сих пор дешевое по сравнению с западными странами и в целом по миру, если говорить. Но оно стало в 2 раза дороже, чем было раньше. То есть, если раньше средняя поездка стоила 200 рублей, 300 рублей, то сейчас это 400 и 600. Например, я всегда ездил в аэропорт в Новосибирске, ездил в аэропорт за 500 рублей, сейчас езжу за 1000 рублей. Собственно, такси стало дороже в 2 раза, это отстой. Но, опять же, это не какие-то сумасшедшие деньги, которые ты платишь в той же Англии, наверное, и где-то еще, там, в Риме, например, мы платили за такси из аэропорта до квартиры 50 евро. То есть, это нереальные деньги. Здесь ты можешь в другой город за эти деньги приехать просто на такси. И раз уж мы поговорили про евро, второй аспект – это курс доллара и курс евро относительно рубля. Он изменился, опять же, в худшую сторону. Раньше он был 60 где-то рублей, и, соответственно, поездки за границу для нас были дешевле. И какие-то сервисы иностранные, все это было дешевле. Сейчас курс где-то 95 рублей. И это такая нестабильная вещь на самом деле, но для меня это и хорошо, и плохо, потому что я получаю доход как в рублях, так и в долларах, поэтому, лично для меня это не супер критично, но опять же, когда я поеду за границу, все равно для меня все будет дорого. Это второй аспект, о котором можно поныть. Про сервисы я упомянул. Сервисы перестали быть доступными, потому что наши карты не работают за пределами России. Там есть несколько стран, но в целом карта это МИР, наша платежная система, она работает только в России. Соответственно, всякие Netflix, какие-то iTalki, например, и еще что-то я не могу оплатить. То есть мне нужно какие-то обходные пути искать. Это тоже отстой. Но опять же, я единственное, чем пользовался, это, наверное, iTalki. Сейчас не пользуюсь. Конечно, ты можешь это обойти, ты можешь сделать какую-то иностранную карту, казахскую или белорусскую. То есть, если сильно постараться, это реально. Но это, опять же, неудобство, которого раньше не было. Поездки. Что касается поездок в Европу, на Запад куда-нибудь, тоже можно сказать, что, я, по крайней мере, перестал, в принципе, рассматривать это направление, потому что стало просто космически дорого и сложно добраться. К примеру, в 2019 году я брал билет из Новосибирска до Милана, понятно, через Москву, то есть пересадка была в Москве, за 7000 рублей. То есть в одну сторону, но все равно 7000 рублей, 100 долларов, и я в Милане. Сейчас, и, соответственно, были рейсы
там куда-нибудь в Мюнхен, в Берлин, в Испанию, то есть, ну, по всей Европе можно было прилететь Победой, если у нас такая авиакомпания. Этого больше нет. То есть сейчас это космические какие-то деньги, тебе нужно лететь через Стамбул или через Сербию или еще как-то. Ну и я, в принципе, перестал рассматривать такой вариант, потому что лучше переждать, когда это будет дешевле или проще, хотя, возможно, будет еще хуже, то есть мы не знаем, но в любом случае я сейчас путешествую по России, концентрируюсь на других каких-то целях, там машину, например, купить. Ну и рассматриваю другие страны, помимо западных стран, в которые легко можно приехать. Особенно это касается жителей Калининграда, которые легко ездили в Польшу, сейчас это сложнее. Ну, в общем, да, отстой. Еще такой забавный момент, который я себе записал. Вот если раньше я там, ну вот я путешествую, да, я был и в Армении, и в Узбекистане. Чуть не улетел телефон, блин. Еще такой аспект, если раньше, вот, ну, я люблю путешествовать, я был в Армении, в Узбекистане, в Сербии, еще где-то. Если раньше, когда ты говорил, что ты там где-то был, ребята такие типа: о, круто, нифига себе, здорово, это так необычно, так круто, ну, там особенно какие-то постсоветские страны, то сейчас, от мобилизации, значит, уезжал. Вот, то есть сразу, ну, уже ты никого не удивишь тем, что ты где-то был, вот из этих окрестных стран, и сразу, ну, начинают считать, что ты там бежал от мобилизации. Вот, то есть раньше тоже этого не было. Касательно мобилизации, раз уж я затронул, она длится, она продолжается, и, в принципе, любого могут призвать и отправить на фронт. Вот, и это как бы такой момент тоже, то есть раньше этого не было. Говоря о чем-то менее болезненном, скажем так, это Инстаграм, в который теперь ты заходишь через гребаные VPN, которые то работают, то не работают, то платные, то бесплатные. В общем, это большой костыль, постоянно его включать, долго загружается, все долго херово работает. Вот это реально тоже боль. То же самое касается Ютуба. Да, он не заблокирован, еще, может быть, его заблокируют, но тоже из-за какой-то блокировки Роскомнадзора там теперь все картинки серые или нужно ждать, пока они прогрузятся. Но есть плюс. На Ютубе теперь нет рекламы. Вот, это один из немногих плюсов. Ну а так, да, начали развивать, опять же говоря про плюсы, начали развивать наши сервисы какие-то. ВК-видео, например, тоже они начали прокачивать свой плеер. Про Рутуб я не знаю, чем они там занимаются. Я там вообще не бываю, но ВК становится лучше. Вот, я, кстати, публикую видео и на YouTube, и ВК. На всякий случай, вдруг снесут YouTube или у меня не будет к нему доступа. Говоря про YouTube, кстати, доход, который я получаю с YouTube, он просто у меня копится и лежит, то есть я не могу вывести эти деньги. Вот. Я знаю, что есть несколько спонсоров, которые меня поддерживают на YouTube. Спасибо вам. И надеюсь, что однажды эти деньги я выведу. Вот. Но более надежный способ меня поддержать — это Boosty и Patreon. И самый крутой — это Boosty. Вот. Потому что с Boosty я получаю деньги сразу же на свою карту. Ну и вот, что еще Patreon перестал работать. То есть если раньше я, когда приезжал в Крым, не работал Patreon, то сейчас он не работает по всей России. Я теперь захожу через VPN на Patreon, загружаю все через VPN, вывожу через тетю. В общем, тоже костыли. Но, опять же, с другой стороны, вот я мог бы взять и уехать куда-нибудь, да, и пользоваться Патреоном, но я просто открыл Boosty, и теперь часть моих доходов идет через Россию и через российскую компанию. То есть в этом, да, есть какой-то плюс. Если много людей, которые делают, как я, для экономики страны это хорошо, что деньги остаются в стране. Ну и касательно денег, которые остаются в стране, поскольку многие люди перестали ездить за границу, это стало слишком дорого или сложно, все начали ездить по России. Многие открыли для себя Дагестан за последнее время. Очень много людей на юге России, Сочи, ну в Крыму пока, очевидно, не очень много. Но когда это все закончится, я думаю, очень активно будет развиваться российский юг. В целом люди начали ездить по России, и люди оставляют деньги в России, что один из немногих плюсов 2023 года в России по сравнению с 2019, например. Но один из таких наиболее неприятных аспектов, который сейчас есть в российском обществе,
и которого не было до, или который не был так ярко выражен, это поляризация общества на тех, кто поддерживает, не поддерживает, на тех, кто либеральных взглядов, на тех, кто более традиционных. Сейчас это действительно проблема, к сожалению, да. Раньше так остро этот вопрос не стоял. Вот. Само собой, многие уехали из России, многие люди перестали общаться, но многие возвращаются. Кто-то из-за проблем с финансами, кто-то потому что понял, что лучше все равно жить в России. Но вот такое вот нелегкое время. Да, из плюсов, если это можно назвать плюсом, это то, что мы живем в время больших перемен. В России, в частности, многое происходит. Появляются какие-то новые компании, новые решения, какие-то старые бренды воскрешаются. Например, «Москвич», да, который у нас умер еще в 80-х годах, автомобильный бренд, и который сейчас, да, на базе китайского автомобиля, но пытаются что-то создать наше уже. Хотя те же самые «Жигули» — это тоже «Фиат», то есть так делали всегда, в этом нет ничего такого. Главное, что сохранили рабочие места и создается такая почва для развития внутреннего бизнеса. Да, если честно, с одной стороны, конечно, очень грустно, очень непростое время, но чего-то критического не происходит, слава богу. То есть люди как жили, так и живут. И в целом у русского человека, наверное, в ДНК заложена память о том, что может быть гораздо хуже. И сейчас, по крайней мере, не настолько плохо. То есть, да, чуть-чуть люди стали беднее, какие-то там сервисы перестали работать. Но, опять же, это такое переходное время. В долгосрочной перспективе, я думаю, что все наладится. Все какие-то неудобства, какие-то сервисы, оплаты и прочее. Сейчас уже есть обходные пути, но в будущем будет еще проще, я надеюсь, потому что, если рынок этого требует, значит, найдется предложение. Ну и если вы хотите приехать в Россию, посмотреть и проверить, как оно жить в России сейчас, то приезжайте. В общем, вот что я хотел сказать на эту тему. Если у вас есть какие-то мысли, пишите в комментариях. Или если хотите что-то добавить. И увидимся с вами в новых видео. Пока.